Ваши отношения его глазами. Какой или каким он или она видит вас сегодня? Приветствую всех, друзья. С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня давайте погадаем на отношения, с точки зрения, как он видит вас. Или даже можно погадать так, как карты Таро видят вас, да. Но больше я бы хотел чтобы этот расклад был в контексте отношений, и все-таки карты приоткрыли тайну, да, давайте скажем, тайну, именно каким или какой видит вас совершенно в разных аспектах. Ваш партнер, загаданный мужчина или же еще раз загаданная женщина, кто на кого гадает. Этот расклад Таро для мужчин, для женщин на самые разные отношения. Разно и однополые в том числе. Итак, начнем мы с первой карты. И тут аспект, который мы бы могли раскрыть сегодня. Впускание, то есть давайте так, насколько легко впускает в себя вас загаданный человек. То есть, давайте о границах его и ваших, да, то есть даже больше, насколько он готов вас впускать в свои границы, вот так вот. Насколько партнер готов вас впускать в свои границы, или можно так еще сказать, насколько он готов сближаться, да, вот так. Так тоже можно. Но все-таки легкие – это насколько он готов к активным действиям и впускать вас в свой мир. Десятка кубков. Готов, но это готов концептуально, в перспективе. То есть, да, готов, но спешить, скорее всего, не стоит. Давайте так. Счастье любит тишину и покой. Окей. Хорошо. Второе, что бы мы могли посмотреть. Здесь больше про ясность какую-то. С одной стороны, можно было бы спросить, видит ли он ясно вас. Но давайте спросим, доверяет ли он вам и серьезно ли он к вам относится. Вот давайте так, насколько серьезно он к вам относится. Что, глаз она больше об удаче тоже тут можно, да, тут карты подсказывают удача, интуитивные инсайты какие-то, больше о фокусе и ясности какой-то, да, то есть давайте так, коль уж вы его глазами, то насколько он вам доверяет. Или насколько он чувствует ваше откровение. Вот так тоже можно посмотреть. Доверяет ли он вам? Или внимать? Насколько его внимание поглощено вами? Вот так тоже можно глянуть. Я вам так скажу. Вы для него нечто особенное. Может быть, он так вам и говорил, особенно если вы женщина, да, это больше женская колода. Давайте так скажем. Можно смело и ясно сказать, что он расценивает вас как нечто новое и по-дружески к вам настроен. То есть он воспринимает вас как друга. Вот так вот. Это не хорошо, не плохо. То есть ясно, понятно, что этот человек с вами дружески к вам, по отношению к вам настроен. И не только что даже воспринимает вас как нечто новое, а вдохновляется этой новизной. Вот так вот. Какая-то вот свежесть есть в этом всем. А смотрите, интересно, легкие и дух, да. То есть он воодушевлен как бы вами. Неплохо, пока неплохо. И десятка кубков, и дурак здесь. Дурак с 10 кубками говорит о том, что он, скорее всего, он вдохновлен вами, вот так. Дальше, давайте как. Слышит ли он вас?
Но давайте, как он считает, вы его слышите или нет? Как он считает, вы его глазами, вы его слышите или нет? Или нет? Считает ли он, что вы друг друга слышите? Скорее считает, но он, знаете, как бы даже Топаш Кубков, он так вот играет с вами, да, и ему вот оно сейчас все поверхностно. Это какие-то, вот, знаете, он считает, что слышит, но не все, но это как бы и не имеет особого значения на данный момент. Тут главное не слышать и понимать друг друга, а главное чувствовать. Все-таки, на секундочку, Паш Кубков, да, а Паш Кубков, ну давайте, скажу так, что он слышит не ушами, а он слышит вас сердцем. Соответственно, слышите ли вы его? Считает ли он, что вы его слышите? Да. И он считает, что вы его слышите не ушами, а сердцем. Вот так вот. Окей. Ну, здесь погружение в эмоцию и отпускание. Готов ли он вас отпустить? Выбросить из своей жизни или на эмоции как-то вот эмоционально с вами разорвать. Готов ли он к эмоциональному разрыву или разрыву на эмоциях? Но давайте так, а коль уж это вашими глазами, да, мы же сегодня все наоборот, он про вас. Соответственно, считает ли он, что вы на эмоциях можете бросить или разорвать отношения? Или считает ли он, что вы достаточно, ну давайте, крепко держитесь за него, да, вот так. Да, он считает, что он вас зацепил за себя, да, и он считает, что на эмоциях вы вряд ли будете как-то там себя вести неадекватно, резко, дерзко, да. Короче, вы не прошлогоднее ситро, да, то есть вы взрываться не будете, то есть он считает, что на эмоциях вы не пойдете на какие-то отчаянные шаги и будете держаться за него, да. Ну, он так считает, а как оно на самом деле, вы можете написать в комментарии. Хорошо, следующее. Ну, давайте так скажем. Тут такая ребра, да, их можно по-разному, да, истолковать, как бы карта такая, ну, больше объемная. Давайте так скажем. Готов ли он впускать вас, готов ли он открывать перед вами свои двери? Но это ж он вас видит, соответственно. Считает ли он вас доступной? Считает ли он вас доступной? Считает ли он вас доступной? Он вас считает недоступной, он вас считает легкой, ветреной, ну, несерьезной и влюбчивой. Можно ли сделать вывод, что вы доступны таким образом? Больше да, чем нет. То есть он скорее считает вас доступной, но в контексте вот этой вот легкости, ветренности, влюбчивости, ну, такой какой-то, может быть, где-то детскости, наивности, вот так. Окей. Следующее. Давайте вот здесь посмотрим, считает ли он вашу семью, ну, каким-то вопросом в своих отношениях. Именно вашу семью, там, ваших родителей, маму, папу, дочку, сына и так далее, да, сестру. Ну, то есть ваша семья и ваши родственники. Для него это что будет? Или как он к ним относится, можно посмотреть. Для него семья, она как бы как, ну, это как бы воскрешение, страшный суд. Может быть, для него... Но тут уже надо смотреть по нему все-таки, потому что эта карта такая, она двоякая, она вообще говорит об избавлении от грехов. Я вот когда эту карту вижу, это всегда у меня чистки, это всегда у меня какие-то идут
обновления, трансформации, революции, давайте так скажем, я бы сказал так, что ваша семья в ваших отношениях, скорее всего, на данный момент будет явно лишним, и он не хотел бы сейчас, на данном этапе, погружаться в вопросы семьи. Поэтому в данный момент ваша семья является революционно лишним звеном в любом вопросе, если вам эти отношения интересны на перспективу. Как бы они будут больше мешать, чем помогать. Давайте еще немножечко посмотрим. Всего 10 минут. Давайте хотя бы еще один слой посмотрим. Да, вот так. Какой он видит вас. Или каким она видит вас. Так, следующий вопрос. Что лишнее? Что лишнее в вас? То есть, чего бы он хотел бы убрать? Или что ему мешает в вас? Может, раздражает. Значит, смотрите, если вы ревнуете, и это заметно ему, то ваша ревность. Ну, а если вокруг вас крутятся, например, 3 мужчин еще, то это его ревность. То есть, ему мешает ваше окружение, ваша ревность, его ревность, да, тут уже смотрите, кто к кому ревнует, и, возможно, ему мешает, если вы постоянно учитесь и говорите, да, вот там вы встречаетесь, ой, я иду на курсы. Вы человек такой, который постоянно учится, да, это тоже может его раздражать. Или если вы прям постоянно жалуетесь, что много работаете, или блещете умом и знаниями, да, интеллектом, то это тоже может раздражать, потому что здесь, тут эрудиция, навыки, знания, ум, все вперемешку идет по этой карте. Хорошо, что еще? Что еще? Хочет ли он вас поцеловать? Или, кто уже вдруг обменивался поцелуями, как он расценивает ваш поцелуй? Давайте так посмотрим. Кто еще не дошел, можете смотреть с одной стороны, а кто уже, тот... заценил, вы зажгли, особенно в мужчине, внутренний огонь, хочет управлять этим процессом. Вы разожгли в нем горячие источники, это горячий король жезлов, горячие желания и желание управлять этим процессом. Ему понравилось, ему было тепло, он хочет еще. Если еще не было, то ваши губы возбуждают его, король жезлов. Прям такому хочется подержать свой жезл. Ладно. Не будем развивать тему губ и жезлов, да? Хорошо. Следующее. Давайте так спросим. Здесь с одной стороны жизнь, с другой стороны сеть, с другой стороны движение, да, глубина какая-то. Насколько он считает, что вы глубоко зашли в отношения? Он считает, что это вы так считаете, да? Насколько для вас эти отношения глубоки, как он считает? Вот так. Это не сильно глубоко, это поверхностная карта. Он не считает, что эти отношения для вас что-то серьезное. Вот серьезное ли это отношение для вас? Он не считает, что это серьезное отношение для вас, но он видит, что вы тревожитесь и эмоционально вовлечены. Посмотрите, здесь девочка такая. Это одна и та же, кстати, девочка. Но тут она сперва посмотрела, да, и встревожилась, а потом она, давайте так скажем, сербанула немножко из бокала и немножко поплыла. Вот так, да. Или мужчина тоже. То есть, смотрите, здесь, давайте так. Как бы он считает, что вас эти отношения тревожат. Где-то, может быть, и напрягают. Где-то, может быть. Но они вас беспокоят. То есть, он чувствует, что вы обеспокоены этими отношениями.
еще раз напоминаю, это вы его глазами, поэтому я всегда смотрю с точки зрения обратной, а потом переношу на суть. Да? Ну окей, следующий вопрос. Считает ли он вас сильным человеком? Ну, кто хочет посмотреть на себя физически сильным? Ну, мужчины обычно любят физическую силу, да, ну, а женщины эмоциональную силу, да. Ну, давайте так, сила тут, в принципе, прямая физическая, да, ну, а кто хочет с точки зрения эмоций, смотрите, как вам удобно. Да, он считает вас достаточно сильным, ну, как минимум физически, но, возможно, и эмоционально. Здесь вы для партнера, точнее, он вас видит как сформированную энергетическую структуру, ну, среднего уровня, ну, достаточно сильную. То есть слабым не считает, как минимум физически, а там уже смотрите сами. Дальше. На каком этапе он считает, что вы думаете, что отношения сейчас находятся? То есть, по его мнению, как он считает, что вы думаете, в какой стадии у вас находятся отношения? Ой, у вас конфетно-букетный, 9 кубков, все устраивает. И вы, наверное, еще не пробовали только, ну, устриц, наверное, да, потому что здесь уже десерт. А где же устрицы, да? Ну, почему-то мне такое, а устриц вы еще не пробовали. Поэтому в следующий раз, когда будете встречаться где-то и там будут устрицы, закажите. Хорошо, то есть на каком этапе? Конфетно-букетный. Такой, все сладенько, все по-десертному, да? Так, давайте так. Видит ли он вас собранным человеком? Почему-то мне хочется, ну, вот структура, кости, ну вот собранным. Да, собранная ли вы или собранный ли вы, организованный ли вы человек, по мнению его? Да, особенно духовно. Возможно, вы грамотно изъясняетесь, да, вот есть люди, которым достаточно там 10 слов, некоторым 30, а некоторым 50 и все. Не, у вас, по идее, должен быть богатый словарный запас, может, вы филолог, ну, может быть, да, может быть, вы просто умеете общаться, поддерживать беседу, поэтому, ну, вы... на его мнение, интеллектуально сформированная личность. То есть он вас пустым человеком не считает. «Пустой человек», посмотрите фильм, хороший фильм, про тульпу. Если что, если смотрели, напишите, вы смотрели «Пустой человек» или нет. Ну и давайте еще один слой, как раз загадываете желание, 5 часов вечера пробивает или бьет. Какой или каким она видит вас? Каким она видит вас? Ну, давайте еще слой. Следующий вопрос. Давайте вот эту карту все-таки сексапильность ваша. Уровень вашей сексапильности. Его устраивает. Он, как бы, знаете, абельно, да, вот так вот, абельно, вы поняли. То есть, бывало лучше, бывало хуже, но норм, пойдет, в общем, вот так, пойдет. Ну, а что тут скажешь, это перемены к лучшему. Возможно, предыдущий партнер или партнерша у него были хуже. Короче, вы явно лучше, чем что-то или кто-то предыдущий. Но почему говорю что-то? Потому что, может быть, это был не кто-то, а что-то, например. Понимаете? Окей. Следующий вопрос. Насколько он вас видит стандартным человеком, заурядным или незаурядным? Насколько вы для него просты? Просты ли вы? Или вы незаурядны? Ой, вы что-то здесь прямо на этом моменте обрыв. Возможно, он незаурядность и не терпит. Поэтому смотрите, когда
речь касается простоты, то возникает десятка мечей, тогда происходит обрыв. Поэтому смотрите, на этот вопрос вам стоит обратить особое внимание, и ваша заурядность или незаурядность может серьезно повлиять на ваши отношения, как в лучшую, так и в худшую сторону. Здесь маячок или красный маркер. Следующий вопрос. Нравятся ли ему ваши волосы? Давайте посмотрим. Ну и насколько крепка между вами связь. Что-то с волосами не то. Может быть, эти волосы вызывают в нем какие-то эмоции. Возможно, это ваши эмоции по поводу волос. Возможно, цвет волос, возможно, что-то в прошлом. В общем, его отношение к вашим волосам вызывает у него какую-то эмоцию. Если этого нет, хорошо. Если это есть, задумайтесь, возможно, здесь есть связь с какой-то травмой психоэмоциональной, энергетической и в том числе и магической, поскольку волосы часто сопутствуют обряду приворота. Следующий – нога. Давайте так скажем. Считает ли он вас свободной от прошлых влияний или от прошлых привязанностей? Он чувствует, что это негативный исход. Он чувствует, что если вдруг это проявится, то для вас эти отношения точно разорвутся. Смотрите, здесь 3 плохих карты. 10 мечей, 5 кубков и негативный исход. Прям 3 подряд плохих. Поэтому смотрите, если он почувствует, что ваше прошлое вас догоняет, то это очень негативно или с результатом негативного исхода повлияет на ваши дальнейшие отношения. То есть ваши отношения прекратятся. Но подозревает ли он, что прошлое может вас преследовать? Да, по этой комбинации, да. Что он думает о вас сегодня? Ну, сам расклад, он в мыслях, да, о вас, но все равно, что у него в голове? Или давайте так, может быть, кто-то посмотрит, что он думает, а мы посмотрим так, что он думает, что вы думаете о нем сегодня. Он думает, что вы ему нравитесь и что он оставляет впечатление надежного, стабильного, серьезного и стоящего человека. Особенно если это мужчина. Ну, а женщина, она такая спокойная, в теле такая здоровая, да, я имею в виду от слова здоровьем быть, да, здоровым человеком, красивая и так далее. То есть, ну, тут такой мужчина-глыба, а женщина-глыба-красавица. Ну и заключительный. Считает ли он вас надежным помощником и человеком, который, ну, может быть, с которым можно и нужно идти рука в руку или об руку дальше, да? Надежен ли вы для него? Рыцарь жезлов. Он вас считает не таким близким еще человеком. Возможно, вы друг друга не так хорошо знаете. Но он допускает, что вместе с вами можно идти дальше и преследовать какую-то общую цель, которая у вас, скорее всего, еще не сформирована. Вам совет от карт Таро. Что вам с ним делать дальше? Продолжать эти отношения, но следить за инициативой мужчины. Здесь у мужчины должна быть инициатива, и лучше, если он проявляет ее. То есть или ваш партнер желательно, чтобы был более инициативный, или вам нужно давать ему инициативу, или прямо говорить об этой инициативе и так далее. Что вам делать можно и чего вам делать категорически нельзя? 6 жезлов. Вам нужно показывать свою энергию, свою позицию, свою красоту, свою цель и желание достигать какой-то цели. Ну, возможно, совместной цели, естественно. Что вам делать категорически нельзя? Нельзя вставать в позу, нельзя набивать себе цену и
возносить свою корону до уровня небес. Ну и нельзя поднимать ставки, ну как бы идти ва-банк и блефовать. Чем сердце успокоится в этих отношениях? Эта карта называется «Позитивный исход». И если вы желаете, чтобы у вас был такой позитивный исход, пишите в комментарии, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Но ваше спонсорство будет первим шагом к позитивному исходу. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку, побачимось, почуємось, і нехай ця карта стане для вас реальною реальністю. Па-па.